Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы продолжаем изучение вложенных циклов. Изначально я уже реализовал один вложенный цикл, вот он. И мы начнем с того, что сделаем его диаграмму кода. Ну что ж, приступим. Когда я кликаю по кнопке, у меня отрабатывает функция fun1, и она в свою очередь делает вот эту логику. Первое, что у нас отрабатывает, это мы создаем переменную res, у которой пустая строка. Далее вызывается наш цикл, пока что первый, внешний. Внешний цикл работает от 1 до 3, мы это видим, и это у нас первый вызов. При первом вызове выполняется эта строчка. Что она делает? Она перезаписывает нашу переменную res с учетом прошлого значения, то есть изначально res пустая строка, поэтому здесь пустая строка. Далее плюс I. I у нас 1, ну, потому что он такой у нас при старте. И в конце мы добавляем отступ плюс квадратная скобка. По итогу, когда эта запись начнет работу, у нас произойдет сначала склеивание строк. Это пустая строка плюс 1 будет 1 в строке. А далее плюс вот это. По итогу изначально в res я запишу вот такую штуку. Далее отрабатывает внутренний вложенный цикл. Вложенный цикл работает от 1 до 5, 5 раз по итогу. Выполняется эта строчка, и что она делает? Она берет наш res, прошлое значение, плюс а у нас сейчас 1, и отступ. Окей. По итогу, когда это произойдет, сначала склеивание строки у меня будет вот так, а потом плюс отступ. Это вот таким образом. Дальше эта строчка отрабатывает у нас еще 4 раза, но при каждом новом вызове переменная увеличивается на 1. Ну, то есть 2, 3, 4, 5. При каждом из этих вызовов она будет перезаписывать наш res 1, 2, 3, 4, 5. Как только эта запись отработала, ну, получается, вложенный цикл отработал, выполняется финальная задача нашего первого цикла. И в финальной задаче мы берем res плюс закрывающая скобка с пробелом. Это вот так. Получается, при первом вызове нашего цикла я сделаю вот такую форму. При втором вызове логично предположить, что у меня будет примерно вот так вот, но здесь двоечка. Ну и при третьем примерно так же. Поэтому, когда я кликну, я получаю вот такой вот вывод. Похожая задача была у вас в домашке, поэтому я надеюсь, вы понимаете, как данная конструкция работает. Если нет, пересмотрите лучше начало, чтобы более четко понимать последовательность, которая здесь выполняется. А мы пойдем дальше. Что нам нужно сделать дальше? Я попробую усложнить наш вывод. Во-первых, если вы внимательно посмотрите, то при клике я уже вывожу куда? Я вывожу не консоль, как раньше, а прям визуально. Ну, то есть с помощью нашего out1 HTML. Но теперь я хочу вывести немножко не так. Я хочу сделать так, чтобы у нас при каждом новом вызове элементы шли с новой строки. Ну, то есть, чтобы визуально это выглядело примерно вот так. Если я хочу этого добиться, то мне нужно научиться делать как-то так в HTML, чтобы мои элементы могли перепрыгивать на новую строчку. В HTML есть специальный тег. Называется он BR. BR — это такой тег, который говорит о том, что сейчас у нас будет отступ, и наш элемент или текст начнется с новой строки. Например, в самый конец, вот сюда вот,
перед этой закрывающей скобкой я добавлю br. Пишу br и вот так вот делаю. Это у нас самозакрывающийся тег. Вот такой вот. Когда я кликну по кнопке, мой ответ резко поменялся. Ну, то есть теперь действительно каждый элемент идет с новой строчки. Все это происходит благодаря вот этому тегу. Если рассматривать этот тег чуть-чуть подробнее, ну, давайте на чуть-чуть я в HTML перейду и сделаю какой-то параграф с текстом произвольным, как-то вот так вот. И, например, после этой фразы поставлю вспомогательный тег br. Я увижу, что, видите, после этого слова все началось с новой строки. Если я добавлю его, допустим, после доллар, еще раз br, то и доллар с новой строки пошел. Например, когда вы в докс-документе делаете какую-то запись, вы нажимаете на Enter, и что происходит? Ваш ползунок или текст переносится на новую строку. Так вот, в HTML, ну, Enter — это ж кнопка, я не могу просто так нажать Enter, чтобы это отработало. Мне нужно каждый символ кодировать. И в самом BR и закодирована та самая логика перенос строки. Поэтому, когда я добавил вот сюда в конец BR, это по итогу привело к тому, что у нас этот BR, он появился вот тут везде. Другими словами, это такая команда, которая говорит о том, что вот этот текст на одной строчке, перенос на второй, перенос на третий, ну и так дальше получается. То есть, чтобы вот все эти строки при выводе на экран были с новой строки, если я хочу это сделать, то для этого мне нужно добавить такой HTML-овский тег, как br. Вот это. Давайте попробуем немножко усложнить наш ответ. И, например, наша задача, чтобы вывод был не вот такой, как сейчас, а и вот эти вот, грубо говоря, скобки с циферками были также с новой строки. Ну, то есть по итогу нужно вывести вот такой вот результат. Значит, что мне нужно? Мне нужно наше решение корректировать. Также добавлять br. По логике это нам нужно взять br и добавить его вот сюда, между цифрой и вот этой комбинацией. Хорошо. Если нам по итогу нужно сделать вот так вот, куда? Сюда мне нужно добавить br, чтобы по итогу у нас получился вот такой вот результат. Я выделяю код, дам вам пару секунд подумать, а потом скажу правильный ответ. И правильный ответ. Мне нужно br добавить между цифрой и этой штукой. Эта штука рисуется здесь, цифра рисуется здесь. Получается, я добавляю br вот сюда. Как раз видите, перед кавычкой, но после циферки. По итогу вот такой вывод у нас получился. Отлично. Чтобы закрепить все то, что мы только что прошли, попробуем выполнить следующую задачу. Сделаем сейчас циклы и логику, чтобы по итогу у нас получился вот такой вот вариант ответа. Прошлый вариант я, давайте, знаете, что сделаю? Вот так вот скопирую, вниз перенесу и закомментирую. Все. Это мы не трогаем, это прошлое решение. Вдруг вам нужно, вы можете на него смотреть. Мы напишем ответ заново. Убираю все вот эти вот перезаписи ресов, и мы начинаем думать. Первое, с чего мы начинаем, сколько раз должен отрабатывать внешний цикл и сколько раз внутренний. По этой записи вижу, что внешний должен работать 3 раза, столько и указано, внутренний также 3, поэтому корректирую от 1 до 3. Далее. Я попробую, знаете как, чтобы нам было все последовательно. Изначально напишу вариант ответа под такую запись, а потом буду ее корректировать под вот это. Окей.
Первый символ, который я добавляю, это у нас x и нижнее подчеркивание. Далее внутри в вложенном цикле я добавляю наши циферки. Это А. По итогу кликаю, и да, видите, эту запись я уже сделал. Она, в принципе, несложная. Следующий этап. Нам нужно добавить BR. Чтобы оно шло с новой строки, мне по факту нужно где перенос добавлять? Между циферкой, троечкой и иксом. То есть это как-то вот так вот нужно сделать. Хорошо. Если мне нужно сделать это вот так вот, я начинаю искать в коде, где у меня этот момент времени между троечкой и иксом. По факту он находится у нас или вот тут, вот перед иксом, или в самом низу, после того, когда наш цикл закончил выполняться, вложенный именно цикл. Я попробую добавить изначально для вложенного, то есть после вложенного вот так вот. Просмотрим, как оно работает. Ага, что-то не так. Ошибочка моя. Видите, написано, что out is not defined. Это означает, я использую переменную out, а ее не существует. Строчка 13. Обращаю внимание на 13-ю строчку. Вижу, что я использую out. И да, если мы всмотримся в код, у нас нету никакой переменной out. Я же работаю с res, поэтому и сюда ставлю res. Обновляем, кликаем еще раз, проверяем, как это будет работать. И вот в этом варианте ответов получилось. Окей. То есть, если я хочу добавить перенос строки, мне нужно добавить BR. Вот такую штучку. Но ее нужно добавлять в правильный момент времени. Ну или в правильное место. Как бы, если я хочу, чтобы вот это шло с новой строки, значит, перед ним нужно добавить BR. И я перед ним его и добавляю. Также не забывайте, количество срабатываний вложенного цикла зависит от того, сколько раз работает внешний цикл. Там у нас есть связь, надеюсь, вы ее помните. Хочу еще добавить, что вложенные циклы — это на данный момент самая сложная тема из всех, которую мы проходили. По факту уже новый уровень, на который мы постепенно переходим. Так что если вложенные циклы вам плохо понимаются, абсолютно ничего страшного. Именно в этом моменте времени, именно в этой теме, это нормально. Если вы их так до конца и не поймете, идите дальше по обучению. На данный момент это нормально. Дальше я буду также про это вспоминать, и мы постепенно это освоим. Потом в любой момент времени вы можете вернуться обратно к этим же урокам, пересмотреть их через какое-то время, и тогда вы уже эту тему поймете намного лучше. Я про эти вложенные циклы буду очень часто говорить и показывать вам с разных ракурсов. В какой-то момент вы все же поймете. Кстати, я надеюсь, вы уже заметили, что как легко вы понимаете, как работает данная строчка. Я про нее в этом объяснении вообще практически ничего не говорил, но вы все прекрасно уже должны помнить, что я беру тег, inner HTML и в его текст, в текст этого тега записываю значение этой переменной. Это, кстати, что мы сделали по итогу? Мы сделали два цикла, один обычный, другой вложенный, и с помощью их вывели какой-то ответ на страницу. То есть с помощью вложенных циклов мы уже выводим какие-то результаты прям визуально на экран. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда в описании под видео.